Сегодня прекрасная солнечная погода в Лондоне. И я хочу поделиться с вами рецептом чудесного соуса цацики из солнечной Греции. Нам понадобится огурец. Можно очистить кожицу, а можно использовать прямо с кожицей, как вам больше нравится. Я делаю и так, и так. Натираем на мелкой терке наш огурчик. Добавим соль к огурцам. Это для того, чтобы отделилась излишняя жидкость отсюда. И откладываем на какое-то время, пока мы подготовим остальные ингредиенты. Нам понадобится греческий йогурт. Я частенько, когда у меня нет греческого йогурта, использую сметану. Получается не хуже. Я хочу, чтобы вы поняли, что все ингредиенты добавляйте по своему вкусу. Вот примерно 300 грамм греческого йогурта. Чеснок тоже добавляйте по своему вкусу. Любите более чесночный вкус, добавьте больше. Для меня один вот такой зубчик чеснока для этого соуса бывает достаточен. Можно измельчить ножиком этот чеснок или же продавить через чеснокодавилку. В этот соус греки добавляют обычный свежий укроп. Я пробовала добавлять петрушку или даже базилик. Тоже получается очень и очень вкусно. Так что экспериментируйте, пожалуйста. Добавляйте по вашему вкусу сколько хотите укропа. Так вот мелко нарежьте, пожалуйста. Добавим измельченный укроп в греческий йогурт. Теперь очень важно отжать вот эту излишнюю жидкость из огурца. Можете использовать ложку, если хотите. И постарайтесь очень хорошо отжать всю жидкость из огурца. Посмотрите, сколько жидкости я отжала. Добавляем этот огурчик в наш соус. Перемешайте, пожалуйста, хорошенько. Под конец добавим черный молотый перец. Так как мы посолили огурец, поэтому перед тем, как добавить дополнительно соль, попробуйте, пожалуйста. Может, уже и не нужно ничего добавлять. На мой вкус соли достаточно. Я не буду добавлять экстра. При желании можете еще добавить сюда дополнительно оливковое масло. Немного, вот так вот 1 столовая ложка будет достаточно. Можно и не добавлять. Это уже сами смотрите, как вам больше нравится. Тоже перемешали. И все. Вкусный, нет, не вкусный, а вкуснейший, полезнейший греческий соус цацики или цадзики, все по-разному называют, готов. Вы видели, как просто? Приготовьте и попробуйте. Этот соус станет вашим любимым, так же, как и стал моим любимым соусом. Этот соус прекрасно подходит и к рыбе, и к мясу, и просто со свежим хлебом. Смотрите, какой чудесный хлеб я испекла на закваске. Подробные рецепты хлеба на закваске есть на нашем канале. Посмотрите, пожалуйста, ссылка будет внизу в описании. Кто сможет отказаться от такого чуда? Очень и очень вкусно. И очень полезно, что важно. Приготовьте обязательно и порадуйте себя. Если поставите на несколько часов в холодильник, станет еще вкуснее. Конечно же, в Греции очень любят оливки. Добавьте несколько оливок, свежий хлеб и кушайте на здоровье.